Привет, мои дорогие, привет, мои сестрички. У нас сегодня будет такой расклад, который вы попросили совсем недавно. Диагностика здоровья, на что обратить внимание сейчас. И для здоровья я использую золотое таро Густава Климта. Оно отлично показывает, знаете, особенно вот такие карты там есть, которые вот прям стреляют. Вот очень хорошо показывает здоровье, на что прям обратить внимание. Но перед тем, как мы с вами сейчас начнем гадать, я вам расскажу, девочки, если вы чувствуете, что на ваше здоровье кто-то что-то наводил, и вам от чего-то плохо, девочки, супер средство, которое я вам посоветую сейчас. Но я вообще думаю, надо отдельное видео на втором канале снять, да. Ну, короче, есть такие вот грибы, которые растут именно на березах. Это для женщин лучше подходит, да. Ну, на мужчин тоже оно действует, но для женщин лучше всего. Короче, если вы будете прогуливаться в лесу, видите такие грибы, не проходите мимо. Возьмите себе пару штук, потому что на них очень круто делать отливки именно для здоровья. И я, девочки, не просто так вам скажу. Короче, после таких вот отливок, ну еще что еще классно действует, вот я тут поставила облепиховое масло, девочки. Это просто вот какая-то находка. Потому что вот многие из вас знают, что такое облепиховое масло, да? Облепиховые свечи и все остальное. Но вот прям, если вам болят где-то животики, либо вы чувствуете себя не очень хорошо, и вы можете почитать в интернете, для чего это облепиховое масло. Но вот если оно есть такое с подсолнечным маслом, а есть просто облепиховое. Вот я покупаю такое вот облепиховое масло. Вот именно, ну, вот этой вот фирмы, да. Почему? Потому что типа оно без каких-то добавок, хотя есть с подсолнечным маслом еще. Ну, кстати, тоже неплохо. Разведенное, но неплохо. И, короче, девочки, блин, так клево влияет на организм, это вообще. Но если вы делаете отливки на чаге, плюс еще немножко облепихового масла. Вот оно какое-то волшебное, вот реально, да. Для меня волшебно еще отвар чистотела, отвар зверобоя. Ну, чистотел он немного ядовит, то есть не всегда его попьешь, да. Отвар репея, лопуха, тоже такая классная вещь. Просто вот без сахара главное пить, без всяких вот добавок. Вот прям как магический настой такой. Так вот, если вы сделаете на чаге отливку, берете свечу и просто сами, вот, скажем так, дрожащими руками делаете отливку. Вообще средства супер, мои дорогие. После этого, кто сдает анализы, тот все время с какими-то удивлениями сдает. Когда вы сделали отливку, поставьте где-нибудь на улице, ну, а потом можно, например, выкинуть, если вы, например, в частном доме живете. Если в квартире, то вы оставьте хотя бы на сутки, пусть он еще, знаете, впитает в себя вот этот пепел. эм, То есть его до конца сжигать не надо, это такая чаша черная получается, потому что он тут вот где-то прогорает посередине. Вот сюда именно на трубке надо делать. Короче, вещь такая офигительная. Реально, потом, кто сдает анализы, все время удивляется и думает, блин, ну неужели это так, вот так вот грибы, отливки на грибах помогают? Да, помогают. Вот так вот. Ну, расскажу потом поподробнее. А сейчас мы с вами погадаем. Будем гадать на здоровье и такое все, девочки. У нас будет 4 варианта. Хотя я сразу вам говорю, что я не целитель, да, но вот с помощью магии можно снять только, например, наведенное, но целители снимают то, что не наведенное, то, что, например, сам, когда человек, знаете, как береза оброс паразитами и заболел, немножко подсох, этим занимаются целители, костоправы, травники. То есть они очень много чего знают и очень много всякого хорошего вам могут посоветовать. Ну что, давайте посмотрим. 4 варианта у нас. Диагностика здоровья. На что обратить внимание сейчас? Первый вариант, второй, третий и четвертый. Выбирайте свой вариант. И на Золотом Таро Густава Климта мы это все посмотрим. Ну что, мои дорогие, давайте смотреть. Будем смотреть. Первый вариант – здоровье.
Если вы выбрали этот вариант, давайте посмотрим, что не так. Двойка жезлов. В принципе, я вам скажу так, да, у вас, если какие-то изменения есть, они связаны с возрастом, либо с образом жизни. То есть, например, это могут быть какие-то болезни, но они не суперзначительные какие-то. Они связаны вот с естественными процессами, либо, например, связаны с вредными какими-то привычками. То есть здесь нету какого-то такого прям наведенного, какого-то, знаете, чего-то такого страшного. Двойка жезлов, она еще говорит о том, чтобы вы обратили внимание на свои органы парные. Это легкие, это почки, да, это может быть ушки, глазки, носик, да, нос тоже, там две ноздри у нас, руки, ноги. Обратите внимание на это, все, что парное. Давайте посмотрим еще. Диагностика вашего здоровья. Колесница, седьмой старший аркан, шестерка кубков, правосудие. Девочки, если кто-то из вас, например, на данный момент лежит в больнице, либо собирается в больницу, да, лечь, вы этого ничего не бойтесь. Если кто-то едет из вас в санаторий, ну, то есть на оздоровление какое-то, и оздоровление тут включается тоже больницы, вы не бойтесь, потому что на самом деле это будет очень даже хорошо для вас. То есть подлечиться никогда не страшно. То есть тут вот таким попахивает, да, что как будто вами должны заняться еще люди, как говорится, из медицины, да. Но, может быть, они вас будут еще и какими-то обычными методами лечить, традиционными такими, да, распространенными. Но вам как будто бы на пользу идет все, что связано с такими, знаете, санаториями, даже немного больницами. Не бойтесь больниц. В больницах, как говорится, они созданы для того, чтобы лечить, скажем так, да. Возможно, это ну, какие-то клиники, да. Давайте еще посмотрим. Диагностика здоровья. Король мечей выпал, десятка пентаклей, кубочки выпали, тройка жезлов. Никто вам никогда до конца вот в вашем здоровье не ответит на ваши такие вопросы, что конкретно вам болит. У вас вот, смотрите, когда вас смотрят врачи, они потом смотрят, поднимают глаза на вас, и либо вас расспрашивают о том, что вы знаете, какими болезнями, там, какими-то недомоганиями вы обладаете, да. Но на самом деле на вас взглянув, людям тяжело определить, что именно у вас, да. То есть там в медкарте тоже одно может быть, да, но человек на вас смотрит, вот доктор, к примеру, да, он до конца не понимает, а что же там такое. И вот прям даже если тыкнуть в какой-то орган, тыкнуть в руку и сказать: "Вот мне болит рука", даже вот, обычно, доктор, врач на нее посмотрит, какие-то исследования назначит, все остальное, ему все равно будет трудно ставить какой-то вам диагноз. Почему-то есть такое. Ну, давайте еще глянем. Давайте вообще посмотрим, больны ли вы, да? Диагностика здоровья. На что обратить сейчас внимание? Больны ли вы? Что с вами? Семерка пентаклей, четверка жезлов, восьмерка жезлов, звезда. Вообще, вы такой вот человек на самом деле, да, здоровый. Вы можете вот только болеть с возрастом от того, что очень много трудитесь, да, там ударились где-то и все остальное. Но вот такого, чтобы на вас, например, навели порчу и вы заболели чем-то, да, это не ваша история. Тут история таких людей, которые очень долго живут, которые очень нечасто обращаются за помощью какой-то, да. Почему? Потому что вы как-то вот даже подсознательно знаете, что вам не ответят на какие-то ваши вопросы и особо вам где-то не помогут. Понимаете? Но вот что я могу еще вам добавить для того, чтобы вы следили за своим здоровьем? Подожди, а кровь твоя какая? А, Одни такие хорошие арканы на кровь вы вышли. Колесо фортуны, луна, влюбленные, туз жезлов. Тут вообще вышла звезда. Девочки, вам не за что переживать на самом деле, да. Даже если у вас есть какие-то хронические заболевания или даже острые, неважно, да, это то, что излечимо. Жить вы будете долго жить. Тут идет еще, знаете, какой у вас вайб, да.
Как вам сказать? Я даже не знаю, как это перевести просто на русский язык, чтобы вам описать, да. Это, например, когда, знаете, я захожу в какие-то старинные дома, старинные здания, например, в центре города, да, или еще, и там есть такие вот женщины, либо мужчины, как будто из прошлого века, такое ощущение по ним, да. Не то, что они сохлись уже такие, а вот такие очень крепкие, как будто они лет 300 прожили. Бывает у вас такое ощущение, когда смотришь на людей, да, особенно там, например, музейный работник какой-то. Ну, бывает, девочки, да, такие люди встречаются. И от вас в будущем мне тоже такое идет, как будто у вас, вы проживаете как несколько жизней еще, и на вас смотришь, и вы как человек без возраста, вам никогда не дашь, сколько вам лет. Вас спрашивают, могут удивляться про себя. Вам могут больше давать, но в то же время меньше давать. Или вам могут в молодости давать больше, а в старости меньше. Понимаете? И у вас таких вот каких-то заболеваний, которые вот все можно, как говорится, купить белые тапочки и самому идти на кладбище, да, тут такого нету. Понимаете? Но у вас еще есть что-то такое интересное. Мне идет с кровью связано, девочки. У вас как будто необычная какая-то кровь. Она прям, знаете, какая-то вот, если взять обычную кровь и смешать ее с чем-то там золотой какой-то рудой, вот она какая-то отливает мне золотом. Почему-то, не знаю почему. Интересная. А может, вы сами по себе еще, знаете, целитель, человек, целитель. Давайте еще посмотрим. Диагностика здоровья. На что обратить внимание? Восьмерка пентаклей, пентакли, влюбленные. 21 старший аркан мира. У вас ну, то, что вы необычный человек, я думаю, вы и сами про себя все знаете, да. Но есть еще такой один момент, что вы как будто сами себя излечиваете. И вам никто вот не может взять над вами патронаж какой-то медицинский, чтобы вас вот прям от всего излечить. Вы вот вы сами обладаете какими-то такими интуитивными знаниями, это минимум сказать интуитивными, да, и все понимаете, что вам надо, что и не надо. Это, знаете, как котик, который вот выйдет на поле и знает, какую травку ему скушать, чтобы ему там животик не болел, понимаете? Какие там заговоры сказать и все остальное. У вас это есть. Я не чувствую здесь вот обычного человека, больного человека и все остальное. Я здесь вижу долгожителя, вижу человека с особенной какой-то кровью, понимаете? И то, что у вас, вы всегда смотрите на свою интуицию, прислушивайтесь к ней, потому что у вас это очень четко, явно работает, особенно в свою сторону. Возможно, вы еще, знаете, многоплодник, да, человек, вокруг которого много людей, много котов, собак, там птички к вам летят, садятся на руки, все остальное. Вот много такой вот жизненной силы у вас. Так что, конечно, надо свое тело поддерживать в состоянии, в нормальном, хорошем. Вам даже не нужны эти улучшения, например, знаете, какие-то пластические операции, подсадка волос, там, знаете, еще что-нибудь. Вам это ничего не надо. Вы настолько вот красивый, вам так тянутся и дети, и люди, и животные. Вот все тянутся к вам, потому что вы вот прям, знаете, как фея из леса на самом деле. Вы непростой человек. И болезни у вас, если и есть, то они необычные, и они не совсем, скажем так, подручными способами вот обычной традиционной медицины лечатся. Скорее всего, вы как интуитик даже знаете, вот что такое нетрадиционное или вот вообще не похоже на то, чем можно избавиться от того или иного заболевания или какой-нибудь болячки. То есть вы даже черей на одном месте можете вылечить каким-то своим методом, который вообще традиционная медицина и не знала. Понимаете? У вас очень крутая, хорошая здесь энергетика. Поэтому, знаете, переживать за какие-то такие заболевания, да, может, здесь и не стоит совсем. Единственное, что не забывайте, все равно, да, что бы мы с вами тут не гадали, как бы мы, все равно вот есть уже антибиотики, мир придумал, да, благодаря антибиотикам сколько жизней, пенициллину, сколько жизней спасло, УЗИ, как много мы можем в себе увидеть, там МРТ, КТ, все это придумали, анализы крови придумали и все остальное. Этим всем надо углубленно пользоваться, понимаете?
Так что про традиционную медицину тоже не забывайте, но еще действуйте по какому-то своему наитию, помимо там, например, обычного скрининга медицинского. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант. Давайте смотреть здоровье у нас. Диагностика. 19-й старший аркан Солнца. А кто вы, девочки мои дорогие? У вас выпал 19-й старший аркан Солнца. Либо вы беременны, вы даете вторую жизнь, либо вы, девочки, вы не одни находитесь, вы еще с кем-то, и кому вы светите прям как солнце, да, то есть это либо беременность, либо вы ухаживаете за больным человеком, либо, девочки, рядом с вами, например, допустим, тот же мужчина или какая-нибудь женщина, или котик, или собачка, или попугайчик, или вы, может быть, вороненка подобрали там или еще что-то. Вы как будто даете сейчас вторую жизнь еще кому-то, помимо себя. То есть у вас настолько хватает вот этой вот жизненной энергии, да, что вы, девочки, двоитесь. А может быть, вы близнецы, и у вас, например, есть сестренка, либо братик, двойнята, близнецы. Ну, короче, что-то такое интересное идет. Давайте еще посмотрим. Диагностика здоровья, на что обратить внимание сейчас. Нулевой, старший аркан дурака, паш пентаклей. Вы даете, девочки, жизнь кому-то, кто без вас не может на самом деле. Вы продлеваете жизнь кому-то. Вот именно своим нахождением с кем-то. Причем мы гадаем же на ваше здоровье, да, выпадает еще кто-то здесь. Как будто он из теней пришел к вам, и вы его своим светом золотым солнечным облили, и он понял, что он есть. Вы кому-то сейчас спасаете жизнь. Ладно, хорошо, давайте мы сложим эти карты, все-таки на вас гадаем. Диагностика здоровья. Давайте посмотрим и сделаем диагностику здоровья вашего. Рыцарь мечей, король кубков, королева мечей. Смотрите, девочки, кого бы это ни касалось, да, здесь должны быть задействованы еще доктора и врачи. То есть вот если уже это что-то произошло такое, связанное с вашим здоровьем, либо со здоровьем какого-то близкого вам человека, тут показывает какую-то острую боль, которая вот прям не то что со смертью связана, ну, короче, очень такая, знаете, изнуряющая, скажем так, да. И тут показывает, что надо, чтобы тут были задействованы еще и эм, врачи. И чтобы много врачей было, и каждый вот даже свое мнение высказывал, да, и каждый прилагал свою руку, чтобы подлечить вас. Тут надо действительно еще и с врачами быть. И тут много врачей идет мне. Не поленитесь, девочки, не просто там, например, там, где вы прописаны, в обычную поликлинику пойти, да. Если у вас есть какие-то острые вопросы, не откладывайте это, не откладывайте тот талончик, который через месяц придет, ну, короче, очередь. Сходите хотя бы к платному врачу какому-то, где какие-то больки идут у вас, или сводите этого другого человека, которому больно. Тут боль выпадает. Ну ладно, давайте еще посмотрим. Ну, Солнце, вам выпал первой картой с сигнификатором, да, Солнце. Это очень хорошая карта в плане здоровья. Это жизнь, карта жизни. Диагностика вашего именно здоровья. Туз жезлов, двойка мечей, верховный жрец, туз кубков, рыцарь кубков. А что все они от вас хотят? В общем, девочки, вот сейчас мы с вами прям в такую сирену. Я нажимаю кнопку сирены, потому что вам точно не надо откладывать никакие походы к врачам. Если вот тут либо вы кому-то спасаете жизнь и вот за кого-то очень сильно переживаете, да, и вытаскиваете кого-то, или это, девочки, связано с вами. То есть на что тут ориентироваться? Острая боль. Если вам вдруг что-то заболело вчера, 3 дня назад вроде бы отпустила, и вы, например, знаете, таблетками обезболивающими что-то там запили.
Или это будет завтра. Вот острая боль, что-то схватит у вас, там, может схватить спина, почка, голова сильно заболеть, да, или еще что-то. Вот прям, знаете, это прям такой вот большой-большой, огромный совет пойти к врачу. И именно какого врача выбрать? Именно того, что у вас где заболело. Даже не просто к обычному терапевту пойти, да, а пойти к какому-нибудь узкому специалисту. Заболела голова, значит, мы идем к врачу, который лечит, занимается головой, мигренями, да. Там какой-нибудь невролог, невропатолог, да. Сердце заболело, кольнуло сердце, идите, сдайте это ЭКГ, и пусть вас сердечник, кардиолог хорошо проверит. Если заболел желудочек, и вдруг что по-женски, обратитесь обязательно к гинекологу. И даже не ну, я не то что за платную медицину, но она просто быстрее, понимаете? И это быстрее раз, а во-вторых, там не будут стесняться вам назначать какие-то обследования. Потому что иногда вот у нас в большинстве своем не назначают никаких таких обследований лишних. Хотя вот паникерам эти обследования как раз-таки нужны. Много кто боится проходить гастроскопию, колоноскопию. Вообще все боятся проходить, да. Короче, ну, девочки, смотрите, вот в ближайшее время, или если вам уже что-то где-то стрельнуло, вот именно острая боль стрельнула, обязательно сходите к врачу, к доктору, который занимается именно этим. Не прикрывайте боль, вот эту острую боль таблетками обезболивающими, да, вам нужно полечиться, пролечиться. Почему? Потому что если вот это вот забросить, это как будто, вот знаете, шоры на глазах какие-то по поводу своего заболевания идут. И у вас болезнь так не приходит, что вот чуть-чуть начала тянуть, потом еще больше, вот типа, знаете, как типа зубной боли какой-то, да, это надо вот уже идти и решать, и от этого никак не избавиться. Давайте еще посмотрим. Диагностика здоровья, на что обратить внимание. Острая, девочки, боль какая-то выпадает, и ее надо идти лечить. И вот они, люди в белых халатах уже, знаете, выпадают, врачи. Вот это тоже карта медсестры, кстати. Вот эта вот карта у меня обозначает карта медсестры. Потому что очень часто, вот когда, короче, медсестры мне выпадают на эту карту очень часто. Я уже так думаю, почему именно на нее? Так, давайте еще посмотрим. Диагностика вашего здоровья. Отложите денежку на поход к врачам. Отложите деньги на анализы и на лекарства. Дело в том, что здесь такое приведение вас в порядок, скажем так, оно будет связано с тратой денег, которые даже вам будет жалко где-то тратить. Но тут очень какое-то эффективное такое лекарство, которое может вас избавить надолго вот от этого всего. А насчет того человека, девочки, тоже вот если вы кого-то здесь полечите, да, то вот на это что-то дорогостоящее не пожалейте денег там для своего родного человека, для близкого, который заболел, понимаете? Потому что на вас лежит вот этот 19-й старший аркан Солнца. Это карта такого, знаете, миссионера, когда вот одна из ваших миссий, это как раз-таки здоровье и есть. Может, вы даже в медицине где-то работаете, можете, понимаете? Потому что у вас очень какой-то... Тут выпадает богатый ум, очень светлая голова. Вы прям светило в чем-то, кстати, да? И вот если вы не врач, то обратите внимание, что если бы вы отучились на врача, вы были бы крутым врачом. Это тоже факт. Ну а что про здоровье, девочки, есть о чем волноваться. Но вот просто когда оно что, ничего не будет, значит, ничего нету. У вас оно как-то, вот знаете, скачком каким-то. Это какой-то скачок, это какая-то острая боль. И вот как только вот острую боль, не ноющую, а острую такую, знаете, рывок какой-то вы почувствовали, вот именно там какая-то болька и сидит, которую надо лечить с помощью дорогостоящего лекарства. То есть это не просто, например, аспирина какого-то выпил, да, или какого-нибудь там кеторола там или еще чего-нибудь. Вам надо как вылечить вот это. И оно, кстати, вот лекарством лечится. Что-то такое тут
Не операции какие-то идут, а именно лекарства. Будьте осторожны со своим здоровьем, да, обращайтесь к врачу вовремя. Не бойтесь вызывать там вдруг скорую помощь. Кстати, это вас касается, потому что многие люди еще боятся вызывать скорую помощь, да, потому что думают, ой, ну что я скажу, а что это такое, что это такое. Нет, ничего не бойтесь. Вы сам внутри вот либо реализованный врач, либо нереализованный. То есть либо вы уже отучились на врача, и вы являетесь врачом, либо вы бы могли бы быть очень крутым врачом. Поэтому на это надо реализовывать все равно в своей жизни через какие-то свои такие вот медицинские познания. А так, в принципе, знаете, не помрете. Но шутить вам со своим здоровьем вообще от слова совсем не стоит. Не надо с ним шутить или пить только обезболивающие, понимаете, одни. Кстати, у вас такие средства идут, они какие-то сложные, многосложные лекарства, да? Это какая-то даже алхимия какая-то. И у вас есть к этому ключ и доступ. А так, в принципе, я бы не волновалась, если бы, например, мне остро где-то не кольнуло. Как только бы, вот как я понимаю этот расклад, да, как только мне где-то кольнуло, все, девочки, значит, я звоню в какую-нибудь клинику и там откладываю какой-нибудь талончик, назначаю там свидание врачу и все остальное. И потом, как говорится, этот узел разматываю. Вот такой вот у вас второй вариант. Ну, на сегодня он так, девочки, выпал. Берегите себя. Третий вариант давайте посмотрим. Диагностика здоровья. Мы здесь, девочки, не врачи, но мы немного смотрим по Таро, если над чем волноваться. Пятерка мечей. Если над чем волноваться, есть, мои дорогие. И это что-то связанное с кожей. Я просто вот сейчас вот представляю, как я прикасаюсь к коже, как крапивница какая-то идет. Десятка пентаклей, шестерка кубков. Влюбленные, 21 старший аркан. Короче, девочки, есть над чем поволноваться, и это извне. То есть это не болезнь изнутри, а это болезнь извне. То есть это может быть какое-то такое отравление, это может быть какой-то дерматоз, может быть псориаз, может, знаете, может аллергия какая-то быть, да, но тут у вас именно показывает, как будто бы вот коже тяжело. Ну, девочки, я тут очень могу, знаете, сказать, что очень важно для того, чтобы вы сейчас как-то смотрели за своей кожей. Очень важно, чтобы смотрели за кожей. Три старших аркана, 21, 6, 14 выпал, да? Как будто, возможно, кто-то пытается пробить вашу оболочку, да? Может быть, это издалека, но оно и не похоже прям на какую-то такую магию конкретно, но похоже на сглаз какой-то, да, или пытаются вам там не то дать что-то, и через кожу внешне как-то пытаются пробить ваше здоровье. То есть обратите внимание на кожу. Что, знаете, как обратить? Например, ванны. Почаще сейчас мойтесь. Мойтесь почаще. Когда вы моетесь, там, кремами, пользуйтесь какими-то маслами, можно принять солевую ванну очень хорошо, вот полежать в такой вот температуры собственного тела в ванне солевой, да. Давайте еще посмотрим. Диагностика вашего здоровья. Ну, это какая-то зависть к вам, и она идет через кожу. Короче, девочки, и кто это? Смотрите, повешенный выпал, и вот четверка кубков, но в золотом Таро Густава Климта это такая вот старуха. Старуха с змеей на шее. Это говорит о том, что женщина очень некрасивая, очень внешне больная, да, то есть что-то с ней вообще не так, скорее всего, с кожей что-то не так и все остальное. Она вот прям как-то вам сильно завидует, и эта зависть, она либо связана с вашей красотой внешней, с вашей кожей, либо она пытается вот прям, знаете, как-то вам вред какой-то нанести. Женщина, которая вот прям уродлива, понимаете, внешне очень уродливая женщина. Не общайтесь с такими, пожалуйста. Ничего от них не берите, да, чтобы вы там ничем таким не заразились случайно или не случайно.
Давайте еще посмотрим. Здоровье, на что обратить внимание. Это ваша голова, это тело, это руки, это ноги. Руки, ноги нормально выпали. Тело, правосудие, оно все равно отторгает вот то, что не нужно ей. Но паш мечей вам как будто еще задурит голову. Обратите внимание, чтобы не дурили вам голову. Голову не дурили женщина. Она старая. У меня, девочки, знаете, вот со своего опыта скажу, у меня есть такие, скажем так, бывшие соседки, которые уже доживают свой век, даже веком это не назовешь. Ну, короче, и они аж не могут, понимаете. Есть такое именно вот у старых женщин, что они прям была бы их воля, то они бы клюкой тебя долбанули где-то, да. И тут есть такое, что была бы воля этой женщины, уродливой старой женщины, болезненной, да, больной какой-то, была б воля вас как-то бы растерзать, она бы это сделала. Давайте еще посмотрим. Диагностика вашего здоровья. Звезда это с жезлов, ничего у нее не получится, да, вас вот эта вот болька обойдет стороной, единственное, что вы можете все равно кожей ее почувствовать, да, то есть бойтесь, девочки, какого-нибудь, скажем так, прыщиков каких-то, бойтесь бактерий каких-то, заразиться внешне от кого-то чем-то таким. Если вдруг у вас какие-то высыпания, да, лучше, конечно, обратиться к врачу, чтобы еще и медикаментозно вам где-то вот подправили это все здоровье. Но ваш организм это все торгает, потому что это все не его, и он не хочет, чтобы к нему это все прикреплялось. Еще я посоветую вот прям делать чистки, омовения, да, везде омовение, даже в любых религиях, это таинства какие-то определенные, да, то есть вы тоже омойтесь, делайте омовение. Может быть, кому-то поможет даже святая вода, умываться святой водой. Кому-то, девочки, хорошо это вот, можно новолунной, полнолунной водой тоже где-то умываться, хотя бы немножко, да, мира. Может быть, кому-то тоже поможет. Знаете, что еще хорошо действует? Отвар лаврового листа. Просто берете листиков, берете воду, кипятите вот эти вот листики, как в суп, но это не в суп, да, и потом пусть оно отстоится, и потом вот этим вот лавром можно просто себя либо вот когда после душа облить, да, либо вот полотенце намочить, так вот протереть полностью себя вот таким отваром. Тоже очень хорошо снимает вот эти вот все сглазы. Ну и солевую ванну тоже не забывайте. Берегите именно себя внешне, свою кожу. Волосы тоже берегите свои. Желательно, чтобы вас не стригли старые бабчи никакие. Давайте еще посмотрим. Диагностика здоровья, на что обратить внимание вам. Двойка кубков. Четверка мечей. Завидуют вашей красоте, девочки. Завидуют. Завидуют вашей внешности, вашей коже завидуют, да. Ну, короче, вашему возрасту завидуют. Это что-то старое идет. Старая какая-то вонючая карга. С которой уже, знаешь, и она мне воняет даже. И я вот ее вижу, да, я вижу ее болезненную кожу, вижу вот это такая растряпанная какая-то вся. И вот один клок какой-то зависти к вам идет, как к молодой и красивой, понимаете? Даже, бесит, как вы, например, если вы краситесь, вот ее бесит. Вот, найдите вокруг себя, вы увидите эти злобные глаза, да. И как от нее защититься, вот просто вот защищайте вот свое тело. Можете еще сделать не то, что даже какие-то чистки, защиты, девочки. Носите камни, природные камни, если вы наденете браслеты, а еще из черного агата, да, или из обсидиана, например, черного. Гематит хорошо от этих тварей действует, да. Можете что-нибудь красненькое тоже. Можете красную нить повязать на руку. Даже шерстяную. Можно можно хлопчатобумажную. Я всегда за хлопчатобумажную, но тут и шерстяная пойдет. Понимаете, мои дорогие? Ну, еще давайте немножко глянем. Диагностика здоровья. На что вам еще обратить внимание? Король пентаклей, туз кубков. А знаете, почему эта женщина вам завидует?
И дьявол тут выпал, потому что на вас как-то внимание обращают мужчины, а на нее нет. На вас обращают, на нее нет. И вот эта вот зависть какой-то старой корги к вам выпала здесь. Вот такие вот дела, мои котики. Держитесь. И давайте посмотрим четвертый вариант. Диагностика здоровья вашего. Ну что здесь выпало у нас? Выпал 16-й старший аркан. Башня, девочки, выпала. Вам надо прям заниматься каким-то, ну не спортом, но физическими упражнениями, это точно. Есть, девочки, знаете, что мне нравится? Мне, может быть, спорт особо не нравится, но мне нравится ЛФК. Лечебная физкультура. Да, комплекс лечебных каких-то, вот ЛФК вы можете даже на ютубе ввести, или там где-нибудь, где показывают лечебную физкультуру. И вот прям классная тема для вас. То есть здесь надо какими-то заняться упражнениями, чтобы у вас тело максимально, сколько это можно, было все время в каком-то таком хорошем движении. То есть здесь хороши еще массажи, какой-нибудь опытный хороший костоправ, если вы найдете, да, массажи, ЛФК, лечебная эта физкультура, вот этим всем таким заниматься. Как будто вот мне хочется сейчас, и я сейчас это даже делаю, да, руки вверх поднять, да, и ноги на ширине плеч. И это как, он на картине Леонардо да Винчи, знаете, человек такой в круге. Давайте еще посмотрим. Диагностика вашего здоровья. Десятка жезлов, туз пентаклей, суд. Вам надо очень много двигаться, вы как засиделись. У вас какие-то застои, очаги застоев в организме. Может, у вас сидячая работа, и надо свой таз, как говорится, сейчас разминать, мои дорогие. И как будто мне какое-то кислородное голодание, воздуха какого-то не хватает. У меня застой крови какой-то идет, да. То есть здесь надо много физкультуры. Если бы мне выпадал этот расклад, девочки, а я вот когда забываю, когда я гадаю, я потом выбираю вместе с вами карты, да. Короче, выпадает этот расклад, все. Физкультура перед зеркалом дома, вот, или на ЛФК какой-нибудь походить, на какие-нибудь, ну, даже не сколько фитнеса, но надо, потому что вот какие-то узелки, застоя какого-то в организме идет. Может, надо вот что-то такое погонять, да, разогнать кровь, побольше двигаться, разжижать кровь надо обязательно. Давайте еще посмотрим. Диагностика здоровья. На что обратить внимание? Диагностика вашего здоровья. На что обратить внимание? Луна выпала. Паж кубков. Суд. Кубки. У вас не хватает силы. Силы в организме нету. Как будто, ну, это зима, наверное, прошла, девочки. Мы сидели, ходили в каких-нибудь тулупчиках или все остальное, или вообще мало двигались. И сейчас ваша задача вообще очень много двигаться. Ходьбы, бег. Вот, а лечебная физкультура, вот это, да, лучше всего, когда вы разомнетесь хорошо. Походите на сеансы какого-нибудь массажа, девочки, походите. Массаж. Еще у таких есть очень хорошие девочки, которые делают такие классные массажи, да, прямо оздоравливаешься после них. Сама знаю таких. И вот, ну, мне просто сейчас далеко ездить, но я бы с удовольствием тоже сейчас на массаже походила. Так, давайте еще посмотрим. Давайте сделаем такой расклад на ваше здоровье по телу. Это ваша голова. Восьмерка кубков. Это ваше тело. Колесо фортуны. Это ваши руки. Это ноги. Смотрите, девочки, вы как, знаете, у вас руки вот так вот в цепки идут. Энергетически они так. Хотя на самом деле они должны быть открыты, вы должны что-то этими своими ручками делать. У вас, в принципе, не очень даже ничего хорошие карты выпадают, да. В голове восьмерка кубков. Это хорошая карта. В теле колесо фортуны. Удача. Это тоже очень хорошая карта. В ногах рыцарь кубков. И это говорит о том, что вы ходите правильно туда, куда надо ходить. Вам дороги никто не переходит, да. Но десятка пентаклей выпала эта сцепка именно в руках. Как будто вот мне хочется махать крылами, девочки. Крыльями просто надо махать сейчас как никогда. Весна. Давайте я, знаете, сложу все карты и для вас еще посмотрим по-другому.
Диагностика вашего здоровья, на что обратить внимание. Это ваша голова, король жезлов, это ваше тело, двойка кубков, это ваши руки. Вот опять, смотрите, там десятка пентаклей выпадала, здесь десятка мечей. Это, ну, вот эта вот карта не то чтобы плохая, она реально плохая. Усекновение головы, и она предтечи, вот эта карта обозначает еще. И ваши ноги. Мечи. Дело в том, что если вы сейчас, вот ближайшие хотя бы 7 дней после этого... Короче, девочки, что хотите делайте, мне сказок не рассказывайте. Встали сейчас, да, в позу и начали заниматься, да. Вот 10 уроков ЛФК, 10 каких-то тренажерок или там фитнеса или еще чего-нибудь, 10 походов к массажисту какому-нибудь, все это пешочком. Вам надо разминаться, и причем очень конкретно. И это чревато, девочки, если вы не будете разминаться. У вас в руках сцепка выпала. И то, что я вам говорила про эти сгустки, да, и смотрите, вот из-за того, что не двигаются руки, скажем так, да, смотрите, двойка сюда уходит, двойка сюда уходит. Вы как будто, вот, знаете, засоритесь. Двойки не обозначают еще подглады. Но тут, так как мы гадаем с вами на здоровье, тут не то, что там подклады будут, а как будто, вот знаете, вот как будто сносят, 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 как будто вот вы мешок, в который вот накладывают, накладывают, вы тяжелеете, тяжелеете, и это не пакет на ветру, да, хрустящий, довольный, веселый. Это, девочки, не легкость бытия, а тяжесть какая-то. И вам надо эту тяжесть разбивать именно начиная с рук своих. Надо сейчас заняться своим здоровьем именно вот этими лечебной физкультурой, массажами, чтобы вам помогли. Если вы сами не можете, если вы ленитесь, очень легко подкрасть энергии именно у целителей и у массажистов, да, потому что не то, что там антицеллюлитный, например, массаж делать, а вот просто лечебный массаж спины, лечебный массаж ног, всего остального. Хотя бы вот, и вот эту энергию вы подкрадете у массажиста, да, и вам намного будет проще, легче, лучше, все дышаться будет, все будет хорошо. Тут какой-то застой идет, как будто если вы не будете двигаться, не будете вот делать вот этого вот, разминать это свое тело до того момента, как вам станет жарко, или вот вы вспотеете, да, то у вас какие-то сгустки формируются. Вам надо все время быть таким разгоряченным, расхоженным, распрыганным. Попробуйте в бассейн походить. Кстати, вот когда ходишь в бассейн еще и один, это еще лучше оздоравливает, чем когда ходишь с кем-то. Девочки, обязательно возьмите сейчас за свое здоровье, потому что какие-то сгустки, узлы, сгустки мне здесь идут. И начинается это с рук, потому что руки, как знаете, обвислые, висят и завязанные в узел. Давайте еще немножко глянем. Ну, еще. А для чего это вам надо? Почему эта карта вам такое вот говорят? Есть какой-то мужчина, который близкий к вам, и у него есть какая-то другая женщина. И вот он с этой женщиной как-то общается про вас. Имя все время ваше называет этой женщине. Ваше имя говорит. И что к чему? Туз пентаклей, семерка кубков. И кому-то выгодно, чтобы вы собой не занимались. Какой-то женщине, но она, знаете, какого-то третьего, четвертого круга за вами. То есть это не та, с которой вы общаетесь. Ваше имя кому-то говорят, и ей как-то выгодно, что у вас руки узлом завязаны. И тут вот карты Таро говорят: развяжись, да, двигайся много, занимайся собой, занимайся телом. Девочки, занимаемся. Вот всем падлам на зло, скажем так. Вот такие дела. Все, котики, вот такой вот был расклад. Люблю вас, целую, обнимаю. Пусть у вас все будет хорошо. Будьте здоровы. Пока-пока.